Второй день нашего пребывания в Марракеше мы решили прогуляться по Медине, посетить дворец Бахи, а вечером сходить в ночной клуб. Медина Марракеша, которая, кстати сказать, причислена к памятникам всемирного наследия, отличается от Медины Феса своим более насыщенным движением. Если в Фесе, в Медине я не видел людей на байках, то в Марракеше их полно. Да еще эти мотоциклисты гоняют так, что за 3 дня пребывания в городе нас пару раз зацепили таким образом, что они сами чуть с этих байков не летели. Медина Марракеша – это во многом большой рынок, на котором продаются одежда, обувь, продукты питания, много различных изделий из кожи, металла, сувениров, а также интересных и необычных вещей для туристов, приезжающих в Марокко. Например, губная помада, похожая на маленькую тарелочку, и ароматизаторы, по всей видимости, сделанные из коры дерева. You know this? This my friend. Lips. Perfect. Are you Moroccan now? Look. Yeah, This is the Berber lipstick. I know, lipstick. Yeah. And this one? What is this? Smell. That's you burn it, it smells very nice. That's sandalwood. You know sandalwood? Cedar wood. You burn it, it smells very nice. And that? That is toothpick. After eat, toothpick. But on side, give me your hand. But on side you have the fennel seed. Fennel. That's the fennel seed. And that? Smell? And that's mint tea. Mint, yeah. Yeah, because mint tea only for tourists. Yeah, in my home we drink mint tea. Because in my home I drink that. This tea. Tea? That is royal tea. Royal tea. You mix with civil plant because you have gum Arabic. That is natural sugar. Yeah. No. Natural sugar. Gum Arabic. It's good for diabetes. Да желтая. Smell? Здесь смотри, вот эти. Star anise, ginseng, rose flower, lemon verbena, green tea, you have chamomile, you know, smell. How much? And this, I can give you explain now. Далее мы снова решили сходить на площадь Джамаль-Фетна и посмотреть заклинателей змей, так как ночью мы их не увидели. Возможно, из-за того, что заклинатели боятся, что их змеи в темноте расползутся. Помимо, скажем так, порядочных заклинателей змей, есть очень ушлые и наглые. Нам встретился один из них. Ходит со змеями в руках и уговаривает, чтобы ты сфоткался с его змеями. Пытается взять тебя в аппарат из рук. Вопрос сколько стоит? Улыбается и говорит no problem. Когда же мы все-таки добились от него ответа, то цена за одно фото оказалась почти $10. Позже этот заклинатель, видимо не запомнив меня, открылся ко мне сзади и повесил мне на шее змею. После чего, улыбаясь, стал вырывать из рук фотоаппарат, при этом говоря фото no problem. С заклинателями на данном видео мы договорились за $2 за видео и фото. Во время путешествий я всегда стараюсь попробовать местную кухню, а также, если есть, экзотические фрукты. Так и в этот раз попробовал плод вроде как кактуса. Сладкий на вкус, по консистенции похож на дыню, но много мелких косточек. Это кактус. Сейчас попробуем. Запах приятный. Сладкий. Не знаю, на что похож, но сладкий. Пришлось весьма. Всего лишь 2 дихрама. Далее мы осмотрели дворец Бахи, который называют одной из главных достопримечательностей Марракеша. Дворец Бахи строился 7 лет по заказу визиря Сиди Муса для одной из своих 24 жен. Дворец имеет 1 этаж, так как у визиря были проблемы с лишним весом, и он не хотел утруждать себя подъемами на 2-й этаж.
Помимо прочего, дворец конца 19 века интересен оформлением стен, потолков, резных дверей и выложенных мрамором фонтанов. Io sono desciati qua. Да сфоткаемся, что, конечно. Так-то пришли, уже деньги заплатили. Такого нет ничего. Ну такого, да, как говорят, там пипец, блядь. Ну давайте девкам помоги сфоткаться. Мих, они вон все смартфон ставят, блин. И еще. Апельсины растут. Далее по плану должен был быть тусовочный вечер. Но было 4 ноября. Это день народного единства в России. Поэтому прежде мы не могли вдали от Родины не выпить за Родину. За Родину только стоит. Охуенно вместе, но за Родину По-любому. еще никто не отменял. Ракеша, вид охуенно. Крыша, блядь, дома, белье, трусы 460, блядь, рядом. Находимся на крыше в центре города Маракеш. Далее мы попросили таксиста, чтобы он отвез нас в место в городе, где есть ночные клубы. Мы обошли несколько мест, расположенных в этом районе. По сути, они представляли из себя бары и рестораны, в которых просто сидели люди и выпивали. В конечном итоге мы решили остановиться в клубе одного из 5-звездочных отелей. Единственным отличием там было то, что там была живая музыка. Но никто особо не веселился, кроме одного веселого парня. Пробыв некоторое время в этом клубе, мы решили поехать в самый известный в Маракеше ночной клуб «Три пятерки». Но таксисты заламывали какие-то неимоверные цены, отказываясь ехать по счетчику. Один все же согласился, а когда привез нас к клубу, назвал цену в несколько раз выше, чем на счетчике. Он согласился с ценой счетчика только тогда, когда к нам случайно подъехала полицейская машина. Стоимость входа в клуб 30 евро. 15 евро стоит 50 грамм водки. Внутри очень много охраны. Даже в туалете постоянно находится охранник. Снимать фото и видео запрещено. Но охрана по этому поводу делает замечание деликатно. Часть девушек приходит туда сниматься. Какая именно часть, сказать не могу. К нам даже одна из них после совместных танцев сама подошла. Предложила свои сексуальные услуги. Если не ошибаюсь, за $60. В отель мы приехали в 6 утра, как ни странно, голодные. Все кафе были закрыты, и поэтому мы вкусили колорит местной еды на обычном лотке, где питаются местные мужики. Владимир Путин. Владимир Путин, yeah. Дисконт. Олив или вот Маракеш. Таким образом закончился наш второй день в Маракеше, плавно переходящий в третий.